К нам приехал Tesla Model X с проблемкой по изоляции. Автомобиль ехал, потом в какой-то момент встал. Сейчас проверяем мотор. По мотору не видно пробоя. Мотор здесь уже отличается от S-ки. Здесь совершенно другой принцип мотора. В общем, сейчас продолжаем диагностику и будем искать, в чем же проблема. И вот здесь по батарее еще виден вот такой вот след вмятина. Достаточно глубокая. Теоретически могла достать до элемента, но пока непонятно. Поэтому будем сейчас дальше разбираться и смотреть. Будем снимать лючки, смотреть, нет ли там водички. Как раз эта проблема была, когда была оттепель, были глубокие лужи. Будем диагностировать, продолжать диагностику ее. Сомневаюсь, что здесь будет контакт, потому что все через резину идет. Пробой. Сколько? 300 килоом. Батареи. Вот еще повреждения на батарейке. Включили батарею, сейчас ее отпускаем. Здесь уже сделали поудобнее. Крышка открывается полностью и не лазишь через этот лючок, отгибая саму крышку батареи. Поэтому здесь уже сделали более продуманно. Водичка была, ну, машинка. Вот здесь тоже все мокрое. Хорошо машина нырнула. Видимо, лужи были глубокие. Здесь все в водичке. Батарейку еще до нас не вскрывали. Мы будем у нее первыми. А так, в целом, конструкция очень похожа на тесловскую, ой, на Model S. Только моторы, смотри, какие другие совсем. Да, моторы отличаются. Передний больше, чем на S-ке в дуал версии. И задний поменьше. Они, по-моему, одинаковые, что передний и задний мотор. Его сейчас не видно, защиту поставили. Ага. Да, защиту поставили, поэтому сейчас мотор не видно, но... Хотя я снимал это. Снимал. И это видео будет. Мат другой. Видишь, как его теперь сделали, интересно. Раньше было просто ват, а теперь какими-то вот секциями вырезано, какой-то еще добавили. Не, это сверху чем-то постелили, видимо. Я же говорю, еще один. А, нет, вот сами, вот такие полосы идут. Вот видишь, они вырезаны. Они, видимо, форму батареи выступов. По форме какого модуля. Это служит дополнительной защитой в случае возникновения пожара. Слюда стоит, и сверху идет такой вот мат. Слышишь, а тут только есть герметики. Вот, видишь? Оно местами не плотно. Соответственно, если я сейчас вот так вот сделаю, потом будет... Да, вот не было место не проклейки. Давай, может, лезвием, чтобы клеенку не порвать. Ну, эта штука, глянь, какая мягкая еще. Да, вот водичка есть. Попала и под клеенку. Там вся клеенка в воде. Ну что, нужно будет ее вскрывать.
усилители все-таки не везде, только на задние два усилителя, а дальше уже пошло без них. Да, конечно, приятно смотреть, когда батарейку еще никто не вскрывал, когда она гладенькая, ровненькая. Но это до первого вскрытия. После вскрытия она становится, конечно, уже не такая приглядная. И с этим ничего не поделать, потому что здесь жестянка, и она приклеена на герметике. И когда срезаешь, она в любом случае будет деформироваться и приобретать такой уже непрезентабельный вид. Поэтому, ну что, будем продолжать ее вскрывать, разбирать. Срочно надо менять разум. Да, здесь все гораздо удобнее уже. И к ВМС есть доступ хороший, и к контакторам. И закрыто все так, чтобы я руки не засунул, и меня не убило сразу. Да. Более прогрессивная технология. Это уже более продуманное все. В отличие от эски, на этой батарее вот эти проставочки закручены с левой резьбой. Не знаю, зачем это сделали. Возможно, для того, чтобы не поставили сюда с эски эти проставки. Но тем не менее, здесь резьба обратная. Поэтому Тесла не стоит на месте. Всегда что-то меняет. Пусть хотя бы резьбу, но меняет. Пара-пара-пам. Вау! Водичка. Вообще здесь смотри, сколько конденсата. Посмотри, как здесь. На слюде. Кто сказал на Да, да, кстати, дофига. Ну никакого, или посол не Вода. пахнет. Антифриз не пахнет. Антифриз пахнет, а это вода. Да, это вода. Можно на язык попробовать. Конденсат. Так, из-за того, что это батарея 75-ка, а в X элементов больше, ну и в рестайлинговых больше, поэтому здесь, из-за того, что 75-ка, здесь нету двух модулей. А в S-ке 75-ке все модули есть. Вот, сняли крышечку с батарейки. В принципе, здесь все было и так понятно. Стоят модули. Но вот есть другой вопрос. Насколько дальнезоркие инженеры у Теслы. Вот где удар был, вот с этой стороны, здесь они специально не поставили кучу элементов. А вот здесь стоят элементы, и к ним идут по 2, 1, 5 перемычек. А здесь пустота. И вот как раз здесь был удар, здесь как раз повреждение. И, видимо, Тесла рассчитывала, что здесь может быть какая-то неприятность, поэтому специально не поставили сюда элементы, чтобы они не замкнули. Вот такие вот дальнезоркие инженеры на Тесле. Просто смотри, если была праворульная машина, не было бы здесь элементов, а там были. Ага. Да, если в Англию будет идти машина, то там не будет элементов. Ну да. И вот здесь уже идут ребра не алюминиевые, а какой-то пластик. И вот видно, как его здесь приподняло. Поэтому, в принципе, здесь защита, что отсутствуют элементы, сработала. Вон водичка на клапанах. Вон там, где заглушки стоят. На заглушках вода. И, короче, будем снимать элементы. Смотрите, вон на всех водичка. На всех клапанах вода. На самом деле, это модуль с уменьшенным напряжением. И вот это стоят не элементы, а просто перемычки, которые соединяют. И чтобы пропускать токи, которые будут проходить, соединяют полигоны, чтобы пропускали такие токи, чтобы не все проставлять, а только на этих. Поэтому здесь стоят больше перемычек, чтобы они не перегревались и не сгорели. Сняли модуль, вот видна трещина в корпусе батареи, и вот как раз через эту трещину затекла сюда вода. Ну а дальше уже нагрев, охлаждение, пар, туман и конденсат. Перетекание. Перетекание между
крышками. Если на предыдущих, на Model S, здесь она приварена, то здесь она проложена герметиком и прикручена, но по краям все равно есть. И вот здесь видно, что водичка грязная, на клапанах вон грязь, мусор. Ну, естественно, такой же будет модуль. Ну вот сейчас, когда модули сняты, уже лучше видно, сколько здесь в клапанах стоят, находятся водички. А здесь, кстати, не клапана стоят, а заглушки. В этом модуле стоят заглушечки. Где там клапана дальше есть. А вот со следующем модуле уже стоят клапана. То есть, в принципе, если... Да, и вот здесь, ну, я уже это показывал. Разрыв вот такой вот, трещина. А вот там с другой стороны, допустим, здесь чистая водичка, без грязи. Не знаю, будет ли видно эта вода, но там водичка. И вот эта вся водичка как раз идет вот здесь вода. И вон, кстати, из 6 мест, куда вставляются клапана, только 2 клапана, а 4 заглушки. Первоначально мы хотели батарею отрихтовать и заварить, но после неудачной попытки решили не рисковать и нашли за сравнительно небольшую сумму корпус батареи в идеальном состоянии. Единственное, что чуть грязный был. Мы его отмыли, отодрали герметик и в новый бэушный корпус собирали батарею. Батарея собрана уже, ну как установлены модули. И мы заодно сейчас проверяем на герметичность, нет ли где утечки. Поставили фреон, взяли нюхалку такую, закрыли контур, подали в систему охлаждения фреон. Вон, где утечка, начинает пищать. Ну, тут немножко травит на резинке. Ну, я ж не четко одел неровно. Тут у нас собиралось уже то, что оттуда натекло из-под этой резинки. Натяжер он сюда идет. Батарейка, по-моему, садится. А ну еще раз тут угол. Что все хорошо. Что мы меряем? Все соединено. 306 вольт на выходе. Вот. Вот. Но при этом стоит чека, вся батарея соединена. Меряем сопротивление. Вот. Голый алюминий. На одну из шин. Все равно какую. Вот. Больше 540 мегаом. Давай еще. Что он написала? АБС, наверное. А, нет. Да, скорее всего, АБС, да? Нет, двери. Из-за того, что двери как будто открыты. А. Так оно же спрашивает ехать, и все. Я на препятствие видит спереди стенку. Стену видит. Что осталось там несколько сантиметров, понял? А. И поэтому останавливается. Может быть из-за этого. Ну, главное, что едет. А если ты хочешь протаранить стену?
Ну, это, конечно, лично мое знание, могу на газ нажать. Хорошо, а назад? Ты же можешь назад ехать? Там тоже препятствие видит. Слева, сзади слева. Да, захочешь покончить жизнь самоубийством, не получится. Ну а дальше сборка батареи, приклеивание верхней крышки, установка на автомобиль, подключение диагностического прибора и запуск развоздушивания системы охлаждения. Ну, естественно, тестовый выезд. Ну а что мы используем в качестве диагностического оборудования для диагностики Теслы? Я делал отдельное видео. Я оставлю ссылочку вверху, прикреплю ссылочку вверху, и можете перейти посмотреть. Подливать масло могу. В смысле, воду. Ну и после установки батареи, конечно, желательно прокачать систему охлаждения, чтобы не было никаких перегревов и чтобы это было быстро. Это мы тоже делаем все с помощью Локи, как и в факторе. Помпы все запущены. Можно наблюдать, какие помпы запущены, но в принципе это можно наблюдать и на мониторе. Блин, качало. Прокачиваем систему. Выехали, она ограничивала крутящий момент. Умная машина. Знает, что перегревается. Чтоб не сожгла сама себя, правильно? Артем, ну что там? Резко начал падать, прям на глазах. Я смотрел, он падает. Ну смотри, видишь, выровнялось. В принципе, вот здесь и вот здесь еще не выровнялось. То есть еще потенциал для прокачки. Этот. Поехали. Сейчас этот не включен. Помпы пусть на 100% маслают. Качайте ее потихоньку. Свет есть там? Прошел ровно год, как мы поставили первую нашу батарею на автомобиль. Это был Nissan Leaf ZE0. И это как раз этот автомобиль, который мы тестировали. Катались по окружной с маленькой скоростью. Также мы катались и в обычном режиме. В общем-то, мы ее протестировали, отдали владельцу. Владелец проездил уже год. Посмотрю по пробегу, сколько напишу. Сколько общий пробег составил за этот год. Автомобиль не видел чадема зарядок от владельца. Мы ее заряжали на чадема, но сам владелец ее не заряжал. У нее есть зарядка дома, и он ее заряжал только от медленной зарядки. И вот сейчас автомобиль приехал к нам, чтобы мы установили БМС-ку сюда, для того, чтобы она правильно пересчитывала пробег. Так вот, теперь снимаем батарейку и вскроем, посмотрим, что с батареей произошло за год эксплуатации. И сколько при этом пробежала машина, тоже напишу вот здесь на экране. И посмотрим, что у нас случилось с батареей за год эксплуатации.